В Корее даже президент за малейшее нарушение закона сядет в тюрьму. Здесь нет президента, который не был в тюрьме, вот так нужно сказать. А каждый 10-й житель Сеула живет вот так. Места очень мало, и как тут вообще можно жить? А каждый 5-й житель делал себе пластическую операцию. И не всегда она получалась удачной. Раздеваться перед камерой, конечно, да. Зато здесь вам с радостью расскажут о походах в туалет. Ну, во-первых, корейцы дарят на новоселье туалетную бумагу. Но своими проблемами делиться не станут. Корея находится сейчас на первом месте в мире по уровню самоубийств. Почему корейцы кончают жизнь самоубийством? Отчего они так помешаны на своей внешности? И как они могут жить в квартире метр на метр? Узнаем в этом выпуске. Я Паша. Илья. Илья, очень приятно. Где мы, Илья? Что это такое? Это называется мост Маппо-де-гё. Он ведет из района Маппо на остров... Маппо-де-гё? Да. Он ведет из района Маппо на остров Йоидо. Это такой корейский Манхэттен, сеульский Манхэттен. Ага. Так, и почему ты нас сюда привел? Я вас сюда привел для того, чтобы рассказать довольно-таки грустную историю этого моста. Это мост, с которого больше всего люди прыгают в реку и заканчивают жизнь самоубийством. Известное место в Сеуле. То есть люди отсюда приходят и прыгают? Да, это мост... И кончают свою жизнь? Да, это мост с самым большим количеством. И вот это защита получается? Это защита для этого. Я хотел посмотреть, а невозможно. То есть вот эта штука, это просто, чтобы туда не перепрыгнули? Ну, здесь пока еще особо не прыгнешь, но вот там дальше, где река конкретно начинается, вот там уже будут заборы повыше. Подожди, а куда они прыгают, чтобы... В реку. И тонут, в смысле? Ну, с высоты, с большой, конечно, разбиваются о воду и тонут. А мы туда дойдем сейчас? Да, конечно. Пойдем туда? Да, пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Павел. Я Оля, очень приятно. Оля, Да. мне сказали, что вы главный эксперт по странным историям о Южной Корее. Ну, возможно. Корейцы чуть-чуть чокнутые, да? Не, корейцы... Я Чуть-чуть не хочу говорить, что они чокнутые, но, скажем, у них есть свои особенности, которые сложно понять. А какие еще есть особенности такие? У меня прям их много есть. Ну, во-первых, корейцы дарят на новоселье туалетную бумагу. То есть мы там ждем, не знаю, вазу от Гуччи, там, не знаю, что-нибудь классное. Даже самые богатые люди вам подарят туалетную бумагу. А в чем фишка? Чтобы денег было, как туалетной бумаги. Чтобы вот так легко оно раскручивалось все. Еще могут мыло какое-то подарить. Вот нам на переезд подарили, на запас до сих пор пользуемся. Я переехала год назад. Каждый принес просто. Ну, в принципе, здесь она и дороже стоит, но все равно обидно. Мыло и туалетную бумагу, в принципе. Но туалетная бумага – это вообще классная фишка. Если вдруг у вас с денежками не очень, а надо сделать подарок, приходите Главное дарить вложить туалетную смысл. бумагу и говорите: я узнала у корейских миллиардеров фишечку. Деньги потом вообще. Вообще, да, поэтому Корея держи. так экономику 2 построила. рулончика тебе, 2 рулончика держи. На 2 ляма доллара, вот по одному. Да, чтобы деньги мотались легко. Да, Прикольно. но вообще корейцы в этом плане подарков, они очень практичные. Допустим, там на экзамен могут вилку подарить, чтобы хорошо тыкал на экзамене и попадал куда надо. Да. Ну, тоже как бы... Ну, немножко, да, не жадные люди, понятно. Не жадные. Корейцы вообще не жадные, да. Еще немного о щедрости корейцев нам расскажет учитель танцев Лиза и ее бойфренд Чан. В Корее бывает такая ситуация, что после расставания, после развода кореец, предъявив все чеки, может запросить все вот эти денежные средства, которые он потратил именно на тебя, на твои подарки, на наше развлечение, на твой отдых, и попросить, типа, ну, выплати мне, я же на тебя потратила, мы сейчас не в отношениях. Да, такое, к сожалению, бывает, но также это можно обсудить в суде. Чаще всего вторая половина, будь то девушка, будь то парень, они боятся заявлять об этом в полицию, заявлять об этом в суд, потому что все-таки это бьет по их репутации, по их карьере, и все может обернуться не так, как хотелось бы. И потом у них разрушится жизнь. Поэтому для второй половинки, которая
к сожалению, столкнулась с такой проблемой, они выплачивают всю эту сумму, которую как раз-таки они получили подарками от своего молодого человека либо девушки, выплачивают эту сумму. И часто из-за желания сохранить репутацию корейцы решаются на самые ужасные вещи. Корея находится сейчас на первом месте в мире по уровню самоубийств. За прошлый, по-моему, или за предыдущий год в Корее там почти 14 тысяч человек покончило жизнь самоубийством. Охренеть. Причем, что Корея находится, что самое, это, наверное, страшное с российской точки зрения, Корея находится на первом месте по уровню самоубийств среди подростков, то есть в возрасте от 10 до 20 лет. Офигеть вообще. Это, конечно же, связано прежде всего с конкурентной средой, с слишком сильными требованиями от детей, что они должны быть во всем первыми, они должны все сдавать только на 5 с плюсом, они должны везде побеждать и так далее. Такое давление, да? на- Очень сильное давление. Они должны поступать, они должны быть самые первыми в школе, они должны поступить в самый хороший университет, потом только в самую хорошую компанию. В этой самой хорошей компании он должен быть самым первым, он должен выбрать самую красивую девушку, родить самого умного ребенка, отправить его там в самый умный университет и так далее. И вот эта вот постоянная гонка, давление, оно сказывается на то, что люди, которые выкидываются из этой системы, которые не достигают этого первого места, они чувствуют себя лузерами в обществе. Слушай, ну если ребенок покончил жизнь самоубийством, родитель тоже говорит, ну ладно, чего, очистился. Нет, тогда, Тут- конечно, нет. А. Разумеется, так это не происходит. Это трагедия очень большая, это там в новостях появляется, это обсуждается и так далее, но это часть общества. Окей. 14 тысяч. А какие самые популярные способы? Вот отсюда, я понял, сбрасываться, ты говоришь, да? Что еще? Самые популярные способы, конечно, очень странно так говорить о самоубийствах, но да, скидывание откуда-то с высокого места вниз. Это один из способов. Либо в последнее время в Корее прямо в разы, в десятки раз каждый год растет такое явление, как по-корейски это называется худокса. Дословно это можно перевести как одинокая смерть, смерть в одиночестве. Поскольку резко в десятки раз возрастает количество людей, которые живут одни, и это касается не только стариков, это касается в том числе, например, и молодежи, которая там от родителей съехала, да, куда-то и живет одна. Если человек живет один, и с ним что-то случается, никто... Очень много таких случаев, когда никто не замечает, что человек умер, и его тело может там пролежать в квартире там, от недели, месяца больше. Подожди, он не кушает там или что он делает? В смысле? Ну как он от одиночества умереть-то надо, это? Способы Вроде есть нет. разные. Есть кто-то умирает от болезни. То есть ты один дома, у тебя случился там сердечный приступ, и ты ничего не успел сделать. И тело просто лежит, может лежать там неделю, месяц в квартире, пока там уже хозяин, там соседи начинают, там запах какой-то начал распространяться, они начинают это замечать. Что у нас воняет? Давно не заходили к соседке. Ну-ка, да, она умерла, пожалуйста, вынесите, то это слишком воняет. Вот так? Распространяется бизнес, который как раз убирает такие тела и чистит такие квартиры. Это тоже таких компаний появилось в последнее время. Сейчас, подожди. Компания, Да. задача которой убирать Очистить- одинокие очистить мертвые вот это. тела, Да, которых все забыли? да. Да. Если в Японии это было еще в 90-е, в 2000-е годы, в Корее это вот сейчас начинается сейчас. Кошмар какой. Так, хорошо, одиночество услышали, сбрасываются с высоты. Что еще делают тут с В собой? основном вот это самые такие Такие способы, два да. самых Да, распространенных. два самых, да. А у тебя есть среди знакомых кто-то, кто, так сказать, кончал? Нет, среди моих знакомых нет. То есть это вот где-то там истории все-таки, Ну, да? как это? правило, да, как правило. Но это истории, они затрагивают тебя, поскольку иногда так поканчивают жизнь самоубийствами там, известные актеры, известные певцы, там, телеведущие. А они зачем? По разным причинам. Кто-то из-за здоровья, кто-то, например, из-за интернет-буллинга, там, слишком сильно, например, на это. Из-за Подожди, то есть сталкеров. из-за того, что хейтеры пишут в комментариях Да. там какому-нибудь актеру или блогеру. Да. Блогеру тоже есть такая история у них? Ну, блогеры нет, в основном это певцы, А певицы. блогеры актеры. более выдерживающиеся. Понятно. Друзья, столько всего с нами произошло в Корее. Мы познакомились с очень интересными людьми, основателями разных бизнесов. Но мы еще не рассказали вам про Екатерину Раевскую. Она проживает в Корее уже более 20 лет. Это та Екатерина, которая купила себе лимитку Мазерати в цвет своей сумочки Шанель. Екатерина – соосновательница компании «Инстафабрика», которая помогает экспертам и владельцам магазинов развивать свой бизнес в той самой запрещенной соцсети. Курсы «Инстафабрики» закончили крупные блогеры и эксперты, олимпийские чемпионы и модели журнала Vogue. Помните Евдокию из выпуска про корейский стритфуд,
Она тоже выпускница инстафабрики и запустила бизнес по продаже корейской оптики. Развила свой блог до 110 тысяч подписчиков. Инстафабрика помогает выстраивать воронку продаж. Она учит создавать горячий трафик на блог и продавать на высокие чеки прямо в директе. А также помогает прокачать личный бренд, упаковать его и наладить производство контента. У компании есть лицензия от Комитета образования Санкт-Петербурга и зарегистрированный торговый знак. Если вы хотите развить свой личный бренд, привлечь подписчиков и наладить продажи через блог, пишите по ссылке в описании и скажите, что вы от Паши. Ребята сделают вам приятную скидку. Переходите по ссылке в описании. Корейцы больше, чем телевизор, смотрят YouTube. То есть в Корее ютуберы зарабатывают очень много, потому что корейские просмотры дорогие, поэтому накладывайте корейские субтитры, да. Так вот, в основном выложить на YouTube можно все, что угодно, то есть там обливают политиков просто ужасно. Да. То есть здесь нет такого, не боятся? Не, мне кажется, это политики боятся, потому что здесь можно очень... То есть некоторые политики, у них там прям такая вот, чтобы все посты просматривать. Допустим, предыдущий президент ляпнул, что ему подарил президент Северной Кореи собак. Он ему подарил собачек таких корейских, и тот как-то написал типа пост, что вот собак подарили, и я должен за свои деньги их содержать. И тут, короче, началось просто такими помоями его обливать, что вот ты, типа, президентом был. Но корейские президенты зарабатывают немного, но сам, типа, факт, что живешь на наши налоги и, типа, собак 3 не можешь содержать. Ну, в общем, в таких случаях, конечно, скорее политики боятся что-то не так сказать, потому что все-таки демократия здесь есть. Да? Да. Тут реально выборы, все как вот. Вот, представляете, да. В общем, да, можно в тюрьму загреметь. Но, на самом деле, с тюрьмой я здесь не всегда согласна, потому что многие политики боятся делать какие-то серьезные шаги, потому что я уйду с поста, и даже если это был какой-то классный шаг, за это можно загреметь. Допустим, если там я купил газ немножко, там, скажем, по менее выгодным условиям, но более лучшего партнера, да, а потом скажут, а вот здесь можно было дешевле купить, и значит, вот специально с ними за взятку. Ну, вот как бы вот такие вот моменты тоже есть. И президентов сажают? Вот предыдущего, правда, недавно выпустили, но в основном все досажены. Ну, то есть сидели до конца, да. Здесь скорее так. Президентов сажают? Здесь нет президента, который не был в тюрьме, вот так нужно сказать. То есть вы можете реально погуглить, что в основном все президенты Кореи были в тюрьме. Да ладно? И сидели долго, и сидели, скажем так, до конца. Какая-то не очень классная должность здесь. Да, и вот я тоже постоянно у корейцев спрашиваю, типа, зачем идти в президенты, если все сидели? То есть это как бы самоубийство. Но вот все равно у людей, во-первых, есть амбиции, во-вторых, есть вера, что я построю так, вокруг себя такое вот сделаю окружение, что потом никто не будет копать против меня. Но, как показывает практика, Пока это ни у не кого не всегда. получилось, да? Ну вот пока что предыдущий президент, он на свободе. Только год прошел, но под него уже копают. И вот который, как сейчас настоящий президент, он постоянно в каждой говорит, типа, что ты там сиди, мы про тебя уже копаем. Да, потому что из-за него очень сильно выросли цены на жилье. Поэтому как бы есть на что копать. А цены выросли в 2-3 раза. Слушай, а сколько здесь людей умерло, что они так защищаются? Здесь очень много. На самом деле, если Много, посмотреть, что это прям тысячи? Десятки тысяч. Десятки тысяч Да. людей покончили жизнь с этого моста? Если смотреть за всю историю, начиная там вот с 90-х годов, то это будут десятки, даже если не сотни тысяч. Охренеть. Именно конкретно с этого моста. А что у них такое здесь происходит, что они прыгают все? Изначально, почему именно с этого моста? Поскольку он ведет вот сюда, на остров Йоидо. Йоидо, когда только разрабатывался в 90-е годы, когда вот страна бурно-бурно развивалась, все финансовые организации, все штаб-квартиры самых главных там компаний, биржа, их все перевели сюда. Сделали такой вот типа Манхэттен в Сеуле. Так. В 98 году случается международный кризис валютный, который Так. на Южной Корее сказался очень сильно. И просто сотни тысяч, десятки тысяч людей обанкротились, потеряли деньги, остались должны деньги. Поэтому в 98 году, когда кризис разразился здесь в Южной Корее, 98-99 год, то есть люди вот просто, вот они офисы, Осторожно. они выходили из этих офисов
проходили на мост и выкидывались. То есть это вот было такое вот у них... Развлечение такое, да? Да, скажем так. То есть просто от того, что у человека кончились деньги, обанкротился он, они настолько не могли эмоционально это выдержать, что прыгали? Да. А что такое, в России тоже нет-нет, так кризис происходит, в Америке тоже, в других странах, но люди не прыгают. Что у них такое есть в психологии, что они себя так ведут? Здесь сложное сочетание культурных моментов и экономических моментов. Ага. Во-первых, сам факт, что ты потерял все деньги, и, например, там на твою жену, твоих детей упадет вот этот вот плохой очень имидж человека, который все потерял и не может больше содержать твою семью, для корейского общества неприемлемо. А то, что отец самоубийца, это лучше? На это смотрят не так. На это смотрят так, что если человек покончил жизнь самоубийством, он как бы очистил этим своим поступком все свои грехи. Серьезно? Ты не шутишь? Абсолютно. То есть, правда, если у тебя отец покончил жизнь самоубийством, это лучше, чем если он банкрот? Да. Потому что таким образом он очистил все свои грехи, он снял вот этот вот репутационную нагрузку с твоей семьи. Еще одна проблема в Корее – это сексуальные домогательства, с которыми всячески здесь пытаются бороться. Корея очень безопасная страна. Здесь везде, куда бы вы ни посмотрели, камеры. И есть даже сигнализации в парках, если с вами что-то случилось, какая-то проблема. Даже есть в туалете кнопочка, если на вас нападет туалетный монстр. Но знали бы вы, что есть обратная сторона этой медали? В Корее из-за небольшого слоя извращенцев девушки подвергаются незаконной съемке в туалетах. И на самом деле недавно произошел случай, что человек, учившийся на госслужащего, у него только-только уже началась карьера, он был засечен в незаконной съемке в туалете девушки, и все, его карьера, его репутация, его жизнь поставилась крестом. К сожалению, у меня очень много вопросов, зачем люди это делают, да. Наверное, у каждого человека свое хобби, свои предпочтения, но одно я могу сказать точно, что в Корее запрещена порнография. И люди пытаются найти хоть какие-то способы удовлетворить свои потребности, да. Поэтому государство предприняло такие меры, как включить звук на всех телефонах, которые производятся в Южной Корее. То есть, если вот сейчас я возьму свой iPhone, который я купила в Южной Корее, и сделаю фотографию, у меня будет всегда звук здесь. Да. И это специально сделано для того, чтобы в туалетах не фотографировали, и чтобы жертва сразу узнала, что вот что-то происходит, что ее фотографируют, и могла подать жалобу. А вот у Моники, которая живет в Корее 8 лет, тоже есть история, от которой волосы встают дыбом. И расскажу вам еще одну достаточно ужасающую историю, наверное, самая страшная, которая происходила вообще в Корее, связанная с блэкмейлом, кибертрафиком и всем остальным, потому что это был случай, который захватил 260 тысяч человек, это минимум, да. В общем, история произошла в 2020 году, по крайней мере, тогда стало известно, что комнаты под названием N-Room, N-Ban существовали в Корее. Изначально руководителем этой группировки, так скажем, да, этой комнаты, был человек под псевдонимом Гад-Гад, то есть Бог-Бог. Этот человек занимался блэкмейлингом сотен девушек, молодых, иногда даже несовершеннолетних, как выяснилось после полицейского, да, вот этого случая, investigation, как это на русском. В общем, выяснилось, что более 26 человек до 18 лет были задействованы в этих
видео сексуального характера, это были изнасилования в том числе и различные страшные вещи, про которые даже думать неприятно, там, использование ножниц, в общем, все такое, там, засовывать предметы себе куда-то. Реально это было, это факт, это как бы я не придумываю, это серьезно подтвержденный факт того, что происходило в этих комнатах. В общем, этот человек и его приспешники, собственно говоря, распространяли эти файлы среди участников этой комнаты N-Ban в Телеграме. Как выяснилось, 260 тысяч человек были участниками этих комнат, и они занимались, собственно, да, продажей, куплей-продажей и распространением этих файлов. Девушек вербовали буквально самым простым способом на сайтах знакомств каких-то, либо путем блэкмейлинга, писали им, говорили, что мы знаем, где ты живешь, если ты там не пришлешь какое-то видео, мы там сделаем что-то с твоей семьей и так далее. То есть начиналось это все, естественно, там с каких-то простых фотографий, и дальше девушку просто засасывала, потому что она понимала, что она не может допустить, чтобы ее какие-то фотографии и видео были опубликованы, да, либо там семья ее узнала об этом. В общем, буквально чистой воды блэкмейлинг. И этого человека, естественно, его посадили в тюрьму, его лицо показали, знают, как он выглядит. Это был очень-очень большой такой случай в Корее, который просто показал, насколько много извращенцев здесь, насколько много людей, которые готовы покупать это какими-то незаконными путями, буквально, да, смотреть на то, как вот какие-то девушки несовершеннолетние делают что-то, да, вот такое интимного характера. Друзья, кто из вас хочет открыть свой бизнес? У меня есть для вас новость. В наших выпусках владельцы бизнеса тоже когда-то начали с нуля. Так же, как и я сам. И нас объединяло одно желание. Мы хотели иметь прибыльный, успешный бизнес, полезный для людей. Если вам интересна тема бизнеса или вы в поисках хорошей идеи, я рекомендую обратить внимание на франшизу по ремонту телефонов Pedant. Модель проверена и уже успешно работает в 500 точках сети. Бизнес с полностью готовыми и отлаженными бизнес-процессами. Франшиза Pedant занимает лидирующие позиции в рейтингах франшиз, например, в топ-рейтинге РБК за 2022 год. Pedant – это обучение с нуля, опыт не нужен, прибыль до 400 тысяч рублей в месяц и выход в плюс со второго месяца. И главное, франшиза с гарантией возврата денег. Весь маркетинг и IT делает управляющая компания из 200 сотрудников. При этом спрос на ремонт растет из года в год. Любой кризис уменьшает покупки телефонов, но увеличивает их ремонты. Под видео оставляю ссылку на сайт франшизы pedant.ru, где показаны реальные выручки и прибыли текущих партнеров. Получите бизнес-план вашего города. Переходите по ссылке в описании. Если там страны такие, как Америка и так дальше, у них феминизм давно пришел, как бы такой вот уже в повестке дня. В Корее такого раньше не было. Корейские женщины мечтали выйти замуж и быть домохозяйками. До сих пор те, кто 35+, они в основном бросают работу и вот только занимаются ребенком, особенно если у них там средний достаток есть, чтобы не работать вдвоем. То есть это вот зарабатывание вместе и мужа и жены началось, скажем так, лет 15 назад, потому что Корея стала жить, хотя и лучше, стоимость жилья выросла, и как бы одному уже не потянуть. И вот раньше, допустим, женщины настолько не работали, что если вот женщина работает в каком-то баре, считалось, что она там не только... Это может быть обычный бар, и она там действительно официантка, но считалось, что, скорее всего, она предоставляет какие-то другие услуги. И вот в начале 20 века те, кто работали в барах, они должны были постоянно проходить осмотр у гинеколога на заболевания. То есть, чтобы работать официанткой, нужно было проходить. Хотя ты работаешь официанткой, как бы. То есть, насколько женщины не работали, что если работала в такой сфере, то считалось, типа, в любом случае, скорее всего, обалдеть. Какие-то другие услуги предоставляют. А это, как-то, хотел сказать, клиника. А это бар оплачивал поход к гинекологу? Или эта женщина еще свою зарплату должна? Это гос было, потом это бесплатно было. То есть, это госклиника. Там, то есть настолько уровень паранойи, что это на государственном уровне выделен был бюджет. Все, вот представляю, сидит комитет, такой говорит, так, может быть, на что бы выделить бюджет? Может, железную дорогу проложить еще? Нет! Идея! Идея! Надо всех официанток
Каждый месяц или как часто? Вот как часто, по-моему, месяц, да. Кто-то говорит, может быть, каждую неделю? Нет, дороговато. Давайте хотя бы раз в месяц пусть гоняют. Каждый месяц ходят к гинекологу. Нужно поднимать гинекологию в стране. Не, ну это просто, как сказать, медицину развивать. Медицину развивать. Ну да, потому что чем больше походов, тем, значит... Ну, кстати, можно не думать, на корейцев прям очень плохо. Вообще проституцию в Корею привезли японцы. То есть в Корее изначально ее не было. Да, это все японцы виноваты, японцы плохие. Японцы, мы скоро к вам приедем. Корейцы любят давать негативное мнение о наших соотечественницах. Мы считаемся для них очень легкодоступными. И по большей части в клубах, где-то еще вам могут прямо, так сказать, предложить денежку и отправиться в мотель. Недавно произошла история с моей подругой. Она посреди белого дня она ждала очереди в кофейню, и кореец ей предложил денежку и сказал: ну что, давай, пойдем скушаем раменчика сегодня. Эта фраза означает «рамен мугале», означает «давай будем иметь детей сегодня». Вот. И также к иностранкам чаще всего какое-то вульгарное отношение еще даже появляется в университете. То есть бывают частые случаи, когда иностранок, ну и вообще вот группу студенческую приглашает профессор на различные корпоративные там вечера выпить. И профессор может очень вульгарно относиться к девочкам, может их трогать за ногу, может там погладить по спине. И остальные не будут ничего предпринимать для, разрешения этой проблемы, потому что, это, естественно, это вульгарно, это неприлично. Потому что для них важно их собственное эго, для них важно, чтобы они оказались в достойном месте. Если они скажут что-то против профессора, то профессор может их спокойно завалить и вообще выгнать из университета. Поэтому многие девушки, даже кореянки и иностранки, они страдают с этой несправедливостью. В Корее все очень, на самом деле, трудно с сексуальными домогательствами. Происходят странные вещи, очень много сталкеров. Слава богу, со мной этого не случалось. Я думаю, потому что я все-таки не чисто белая девочка, на которых обычно падки такие корейцы. Не повезло моей подруге, она очень близко, ее очень часто действительно вот так вот преследуют, могут просто на улице начать идти за ней, и она понимает, да, ощущает взгляд на себе, поворачивается, там какой-то очень криповый мужчина идет за ней, да, какой-то иногда молодой даже. Вот, происходит, просто человек идет за тобой до дома, и ты не понимаешь вообще, не чувствуешь себя абсолютно комфортно, безопасно, и потом боишься, что он вдруг снова придет к тебе. В общем, такие ситуации вполне себе, да, могут происходить. И есть, наверное, самая такая страшная история, которую я вообще когда-либо слышала. Я думаю, ничего страшного, если я ее расскажу, потому что все-таки без имен. В общем, одна моя знакомая рассказывала о том, как ее подруга пришла в кафе, и просто, причем это было очень уютное большое кафе, в котором очень много людей, действительно. Она сидела в центре зала, одна просто за столиком. И тут к ней за стол подсел какой-то кореец. Просто подсел и начал на нее в упор смотреть. Вот, он действительно был, скорее всего, с каким-то отклонением, то есть это не то, что он там хотел познакомиться, как-то скромненько сел. Нет, у него действительно были какие-то психические, наверное, отклонения. Он сел за стол, на обратную сторону, получается, от нее, и в упор на нее смотрел, ничего не говоря, у него не было ни напитка, ничего. Девочке стало через какое-то время, он полчаса так сидел, ей стало очень странно, страшно, она хотела уйти, но уж не знаю ее подробности, к сожалению, но, в общем, она не смогла этого сделать, она просто, была какая-то паническая атака у нее, и она написала своей подружке, говорит: пожалуйста, приди ко мне, забери меня, мне очень страшно, я не знаю, что делать. И я представляю это ощущение, это действительно очень страшно, когда какой-то криповый мужчина просто сидит напротив тебя, смотрит в упор, и очень много людей вокруг, и никто ничего не делает. Это тоже, опять же, часть корейского общества. Скорее всего, вам никто не поможет. Есть у них такая черта, им кажется, что если они влезут не в свое дело, у них тоже могут быть проблемы, вдруг там будет полиция, их там
призовут, да, как свидетелей и так далее. В общем, они не хотят лишних проблем и чаще всего просто делают вид, что ничего не происходит, они могут там посматривать, но все ок. Никто не подойдет помочь. В итоге вот, подошла моя знакомая к ней, приехала буквально к ней в кафе, и да, забрала ее, потому что ну, вот она уже сидела вот в такой панической атаке. Просто знаете о том, что если вы вдруг приедете в Корею, если вы такая вот красивая девушка, белокожая, то, скорее всего, к вам будет такое пристальное внимание и иногда не очень приятного характера. Но есть и хорошие рейтинги, в которых лидирует Южная Корея. Здесь самое большое скопление пластических хирургий и хирургов на квадратный метр. Например, я читала вчера новость, что в прошлом году 99% возможных мест обучения на пластического хирурга были заполнены. Тогда как, например, педиатры, их заполняемость была менее 25%. Вообще в Корее очень серьезный тренд, я бы сказала, культ внешнего вида. Я когда жила в России, мне казалось, что мы, петербурженки и москвички, мы так следим за внешностью. Многие не могут выйти из дома, банально не накрасившись. Но когда я приехала в Корею, знала, что все познается в сравнении. И когда пару раз я приходила на работу без капли макияжа, меня спрашивали даже не «Боже мой, ты что, простудилась или заболела?» Меня спрашивали «Чем ты заболела?». Также в Корее считается, что внешний вид, и, честно говоря, это правда, очень влияет на успешность в будущем. Если ты красивый, пропорциональный, худой, то тебе, может быть, гораздо проще получить работу более высокооплачиваемую. Возможно, тебя будут больше продвигать по карьерной лестнице. Корея действительно доказывает, что красивые люди здесь могут и зарабатывают гораздо больше. Хотя, конечно, это не отменяет того факта, что если человек классный профессионал, все равно, сколько бы в нем ни было лишнего веса, он все равно прекрасно устроится в жизни. Всем привет! Мы приехали в клинику пластической хирургии МИНа. Прямо сейчас мы посмотрим вместе с вами клинику МИНа, проведем по ней экскурсию и поговорим с одним из ведущих хирургов Южной Кореи в области лицевой хирургии. Погнали! Я сама делала себе пластическую операцию 5 раз. Я попробовала много чего. И каждый раз, находясь в этом кресле, я испытывала все чувства, которые испытывают другие пациенты. Это непередаваемый опыт. И я скажу честно за себя, что пластическая операция — это не страшно. Я бы, возможно, повторила бы это еще, если бы мне захотелось сделать какую-то операцию. Есть операция, которую мне хочется сделать. Это липосакция живота. Так что, возможно, ребята, в следующем ролике мы с вами увидимся на моей операции, на моей липосакции. Вообще в Корее самые популярные операции далеко не липосакция, а все операции, связанные с лицом. Первое место занимает операция — это блефаропластика, то бишь двойное веко. У азиатского типа глаз в краешке внутреннем глаза существует так называемая монгольская складка, если по-научному, то эпикантус. У нас, европейцев, у меня, например, ее нет. Но очень многие азиатки удаляют эту складку. Это никак не влияет на зрение, делает глаз более распахнутым, молодым, открытым, широким. Второй самой популярной операцией является ринопластика. В отличие от европейского носа, у большинства азиаток нос несколько приплюснутый и вогнутый. Поэтому если у нас чаще убирают горбинку, пытаются уменьшить крылья носа, то в Азии обычно пытаются, наоборот, приподнять нос. Это делают как с помощью хрящей, так иногда и даже с помощью реберного хряща. Вообще, когда углубилась во всю эту тему пластической хирургии, оказалось, что это очень интересно.
Вот этими штуками пациент привязывается к кровати. Дело в том, что во время анестезии пациенты, если они под общей анестезией, они практически не двигаются. Но если они под седацией находятся, это менее глубокий уровень сна, то пациенты могут двигаться, могут говорить какие-то слова, могут вертеться. Поэтому всегда клиентов привязывают. И на самом деле большинству ребят в этот момент становится страшно, потому что они понимают, что они уже не просто лежат на операционном столе, они понимают, что они заснут, но им страшнее от того, что их привязывают к кровати. И сразу же начинается паника. Некоторые ребята начинают плакать, особенно девочки молодые, студентки, да, кто учится в Корее, допустим, и делает пластические операции. Они начинают плакать, переживать. И очень важно, чтобы в этот момент рядом с человеком находился тот, кто может его успокоить. Взять за руку, сказать «не переживай», рассказать какие-то истории, отвлечь от переживаний. В общем, это тоже, чем занимаемся мы, чем занимается наша компания. Помогает расслабиться на операционном столе. И вот эти вот мысли ужасные о том, что сейчас будет проведена операция, сейчас будет больно, сейчас произойдет что-то страшное. Просто вот выкинуть из головы навсегда и забыть о них. И третья, самая популярная пластическая операция в Корее – это так называемая V-line. Это создание из округлого лица более узкого, овального. Для этого чаще всего делаются надрезы здесь около уха и спиливается часть кости, и потом специальные титановые пластины зашиваются обратно, закручиваются винтами, которые впоследствии полностью саморассасываются. Дело в том, что в корейской культуре, я узнала об этом уже, когда приехала, один из самых лучших комплиментов девушке звучит как «얼굴이 작네요», что переводится как «у вас очень маленькое узкое лицо». Когда я первый раз это услышала и перевела, я очень удивилась. И надо признать, что мы, европейки, такой комплимент получаем очень часто из-за того, что у нас от природы овальное узкое лицо. Так забавно, вот это вот узкое лицо, которое мешало мне всю жизнь выбирать очки, которое мешало мне выбрать нормально маску, потому что все маски на мне очень-очень большие, неудобные, постоянно в глаза лезут. А в Корее это комплимент, то, к чему стремятся все девушки. Но прежде чем мы увидим, как хирурги Сеула до неузнаваемости могут изменить человека, узнаем о всех сложностях аренды жилья. У корейцев есть классная особенность, которую наши люди вообще никак не понимают. Я вот живу как раз-таки по такой системе. Мы живем в съемном жилье, но за жилье мы не платим. Как это работает? Нет, мы ни у кого там в гостях живем. Получается, что мы снимаем жилье и даем собственнику 80% стоимости жилья. Да, мы ему переводим на счет, и он имеет право на протяжении 2 лет, пока мы там живем, делать с этими деньгами, что он хочет. Но мы при этом каждый месяц ничего не платим. Кроме коммунальных услуг, это вода, газ, свет. Там получается где-то $300, даже меньше, наверное. 280, вот так. Хорошо. А в чем вам выгода? Еще 20 докинули, уже купили прям? Вот, все так говорят. Это вот прям классный вопрос. Во-первых, Сеул, он хоть и маленький, но добираться с одной части Сеула до второй не очень удобно, особенно утром на работу. Если я, допустим, планирую через 5 лет работать в Samsung где-то в другом месте, то мне нет смысла покупать здесь жилье, чтобы потом его продавать и переезжать в другой район. А в Корее, в Сеуле есть вот несколько классных районов, поэтому нет смысла, допустим, жить вот только вот здесь, потому что здесь дорого, потому что дорогие районы есть и в других местах. Получается, что многие не хотят привязывать себя к одному жилью. Второй момент, потому что многие еще не определились в целом, да, может, мы вообще переедем куда-то там, или потом дети появятся, больше жилье будет нужно. Прикольно. А так, но с другой стороны, ты деньги тоже не тратишь, потому что он тебе должен их вернуть. Да, он должен мне вернуть. Получается такой... А если он прокрутил эти бабки в казино? Государство дает страховку на это. То есть это все официально, подписывается договор, то есть это такой официальный. Здесь давать жилье снимать без договора никак. Окей, смотри, я пытаюсь систему понять. Значит, смотри, если вдруг он прогорел, у него, Бабкин прожег куда-то, не смог вернуть, что тогда происходит? Государство тебе возвращает деньги? Там, зависит от того, есть ли страховка, нет страховки, но в любом случае он должен будет это вернуть. Допустим, у него могут изъять какое-то его жилье, да, но в основном, да, государство может вернуть, если есть страховка. То есть государство гарантирует, что вот эти 80% тебе вернется, просто придется чуть помучиться, а у него в крайнем случае эту квартиру отожмут. Да, то есть в любом случае мы можем квартиру получить, да, как вариант.
Но в основном, Прикольно. да, стараются люди. А для него это в том числе возможность получить более дешевые деньги, ну, Да, чем... то есть, получается, он чем купил, допустим, кредит, сам там. квартиру в эту в кредит купил, да, и у него теперь нет свободных денег. Да, и он может взять эти деньги, допустим, в банк положить под процент и получать проценты, которые будут выше, чем стоимость, которую он может в месяц получать. Или кто-то покупает вообще на эти деньги другую квартиру, опять сдает по этой системе, опять получает деньги, и вот так вот постоянно крутит. И так можно бесконечно И купить квартиру, да? бесконечно, да. 100 квартир так купил? Да, но может быть одна проблема. Допустим, мы там решили, что все, мы завтра уезжаем в Канаду, срочно хотим обратно деньги. И ему придется эти деньги как бы брать или в долг, или откуда-то как бы доставать. Придется еще одну квартиру сдать кому-то. Да, но в основном 2 года мы обещаем, что мы здесь живем 2 года, и он обещает, что через 2 года вернет. А у вас есть какие-то штрафы, если вы раньше разрываете? Да, мы должны будем найти жильца, который как бы вместо нас будет жить, и оплатить услуги риэлтора. Ну, тогда, получается, он не должен денег вам дать. Ну, потому что жилец придет, даст денег, и он Ну бюджет да, даст. ну да, получается, с этой стороны, конечно, да, но вот, допустим, сейчас в Сеуле стоимость жилья сильно упала, и вот, допустим, если я захочу съехать, то поскольку у нас залог 7 оков, это где-то $650 тысяч, то вряд ли мы сможем найти за эти деньги кого-то, потому что стоимость жилья уже упала. Допустим, сейчас где-то уже можно за $500 тысяч в этой квартире жить. Конечно, нам хочется съехать, потому что у нас получится $150 тысяч свободных, но мы понимаем, что никто на эту стоимость не доедет. И это минус для вас, потому что вы теперь 2 года должны вот на этих Ну, условиях уже год жить. остался, да. Ну да. Понятно. Ну дай бог, как хозяина зовут квартиры? Не знаю. Не знаю. Виделись раз в жизни. Верни деньги. Прикольно. Слушай, молодцы. А $650, 650 тысяч — это неплохие деньги. Как вы заработали? Я точно замуж вышла, ладно, шучу. Не, ну, как бы, То есть это деньги мужа? ну, да, за квартиру полностью деньги Окей. мужа. Ну все, да, понятно, там какая формула-то, ясно. Она Да. работает, но Ну- работает, но нестабильная формула. Да. Окей. Но так как не у всех есть такие деньги, приходится искать альтернативные варианты. Так, девушки, а что за сюрприз? Что вы нам подготовили? Здравствуйте. Тут классное место. Это... Оп. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, Алиса. Алиса, куда мы идем? Что там? Мы идем к Лисе домой. Домой к Алисе? А что там такого? Идемте скорее, идемте скорее. 3-й этаж, если что. А что там такого, Алиса, интересно? На 3-й этаж? Так, Алиса, вы живете, ваша квартира, да? Вы снимаете? Да, комнату снимаю. Комнату снимаете? Да. И что там такого секретного, что вы мне не рассказываете? Я, чтобы вы поняли, иду не знаю куда. А они мне не рассказали, они говорят, какой-то там сюрприз тебя ждет. Что-то удивительное. Ну, сейчас узнаете. Что? Сейчас Алиса. Что там? Что там? Леопард с вами живет? Что? Заходите. Да. Куда? Проходите Сюда? Обувь нужно снимать. Подождите, почему так много обуви? У вас столько детей? Да, Вроде тут вы много достаточно людей молодые. живет. Тут много людей живет? Да. А, типа коммуналка, что ли, или что это такое? Ну, это как маленькие комнаты. Для общежития? Так, все. И что там? У вас какой номер? Пойдемте, 310-е. Коридор, все нормально. Так. А, это общественный коридор, и в нем уже надо снять эти, да? Да. То есть вот такие маленькие комнаты. Здесь проходите. Подождите, вы живете тут? Да. Извините, можно прямые вопросы задавать? Это не кладовка? Нет. Поначалу кажется, что места очень мало, и как тут вообще можно жить, но потом Всё? привыкаешь, и тут все, что нужно для жизни, в принципе. Нет, ну так-то да. Не, ну студенческий вариант неплохой. Вы еще окна открываете пошире, да, чтобы замерзнуть? Нет, даже Ну, холодно. душно, потому что тут Ну, я отопление. Полы теплые, да? Да. Ну, смотрите, модно. Модно, молодежь, стол есть. Кроватка есть, кайф. Сколько стоит такое добро? 250 тысяч вон я плачу Это в типа месяц. 250 баксов, да? Ну, примерно. Примерно. А район это мы в центре, далеко сейчас вот до центра? Сколько ехать отсюда? О. Ну, примерно. Ну, 10 минут. это Да. типа центр, ну, в районе 10 минут центр. То есть за 250 баксов можно жить. Не, ну как, если вот один, как студент, мне нормально. Ну, вообще у ничего. меня одна из самых маленьких комнат. У нас там еще есть 4-й этаж, там уже комната побольше. Ну, там уже я... Ну, там и оплата. И там комнаты поновее выглядят. Но меня мое полностью устраивает за такую цену. В таком районе вообще, я считаю, хороший вариант. Ну, то есть это повезло вам, да? Да, что это? да. Не, ну, правильно, да, что?
Выигрышный вариант, согласен? А вы учитесь тут или что? Да, я учусь на языковых курсах. А, Тут университет рядом прямо. 3 минуты от моего места жительства. то есть вы какие языки учите? Корейский, предполагаю? Корейский учу, английский, не знаю. Чуть-чуть, да? Ну, как чуть-чуть. Ну, у меня уровень B2, наверное. А нам сказали, титры надо перевести. Сможете нам помочь перевести субтитры на корейский? Или у вас что-нибудь На такое? корейский? Ну На да. корейский, наверное, пока что нет. Ищем, кто переведет. Если так на видео не появится корейских субтитров, знайте, мы не справились с этой задачей. Но капайте нам на комментариях, может быть, мы созреем. Так, лады. Ну все, классно. Спасибо большое, что пригласили. Интересно. Проходите, что? Просто я боюсь, что задену вас. Этот тип жилья называется кошевон, и это один из самых древних типов жилья. В Корее раньше для того, чтобы получить какую-то должность, нужно было обязательно приехать в Сеул и сдать экзамен. Этот экзамен назывался коши. А вон это какое-то типа место. И получилось, что коши-вон — это место, где можно переночевать, если ты приехал в Сеул, чтобы сдать экзамен. То есть ты приезжаешь, допустим, там с какой-то провинции, 15 дней идешь пешком, и нужно где-то как бы переночевать. И вот ты снимаешь такую маленькую, обычно, каморку в доме, да, и ты можешь там переночевать перед экзаменом. Так вот, получилось так, что студентов стало больше, когда появились университеты, и многие вот стали жить в таких кошевонах. То есть это такой способ студентов сэкономить, потому что студенческое общежитие стоит немного дороже, и туда нужно попасть, учитывая там твою успеваемость, какой ты вообще классный, как участвуешь в жизни университета. Жилье будет стоить от $400 в месяц, а вот кошевон — это место, где ты как бы спишь, учатся корейцы в кафе, и вот, получается, тебе только ночлежка предоставляется. В кошевонах обычно живут студенты. Вот здесь довольно чистый считается кошевон, да, мы тут ходим босые, чтобы там не пачкать пыль. А еще есть рабочие. И вот там уже как бы похуже атмосферка, такое, знаете, не всегда убрано. Ну, зато это дешевый способ жилья, но многие, конечно же, стараются выбраться, потому что в кошевоне из-за того, что здесь тонкие стены, довольно высокий шум, и как бы нет, по сути, никакой такой вот возможности уединиться со своими мыслями. В таких квартирах на фоне депрессии нередко случаются и самоубийства. Но вернемся к теме пластической хирургии. Ведь и там бывает не все так гладко. Моя вторая пластическая операция – это была ринопластика и, как я уже сказала, уменьшение кости подбородка. И хирург допустил ошибку во время моей операции, был задет лицевой нерв. И у меня были очень сильные осложнения после наркоза. Я 3 дня не могла встать. На 3-й день меня медсестры вынесли в туалет. А у меня настолько не было сил, что я не смогла даже сидеть на унитазе. Я упала с унитаза без поддержки медсестер. Я не могла даже встать. После того, как прошел какой-то восстановительный период, мне стало понятно, что были задеты нервы, что были допущены серьезные врачебные ошибки. И в том числе еще одна из моих задач, одна из причин, по которым я работаю в пластической хирургии, это то, что я не хочу, чтобы у людей были подобные осложнения. Я не хочу, чтобы у наших клиентов, поскольку я знаю хорошие клиники, я знаю хороших хирургов, я знаю, как должен проходить процесс операции, да, я не хочу, чтобы мои клиенты сталкивались с такими проблемами, с какими столкнулась я. Для меня это очень важно. Я считаю, что рассказать о том, что пластические операции влекут за собой действительно серьезные риски, вплоть до летальных исходов, это очень честно и очень правильно, чтобы в будущем не было таким шоком, как, например, в этом году история, потрясшая наши СМИ. Летом этого года, в возрасте примерно 40 лет, женщина, прилетевшая в Корею делать подтяжку лица, скончалась после проведения операции от анафилактического шока. Такие случаи бывают нечасто. Я вчера, когда готовилась, специально залезла в интернет и нашла самые яркие, самые серьезные обсуждаемые случаи за последние 10 лет. И я таких нашла всего 5. Именно касательно липосакций и 3 касательно лицевых
операций. Значит, дело было на Чеджу в 2015 году. Расследование само закончилось аж в конце 2021. Там ситуация была такая. Девушки делали липосакцию живота. И когда делали операцию, врач жироотсасывающей канюлей проткнул ей тонкую кишку, то есть он завел канюлю слишком далеко. Почему это случилось? У нее до этого была перенесена операция по урезанию селезенки, и хирург не учел этого во время операции. Девушке выплатили очень маленькую компенсацию, всего лишь 5 миллионов вон. И это с учетом того, что минимальная липосакция живота стоит примерно 4 миллиона. Я так понимаю, что это не покрывает полностью ни операцию, ни расходы на адвоката. Девушка подавала апелляции в несколько инстанций, но дело проиграла. Значит, что, во-первых, медицинская ошибка не была такой серьезной, во-вторых, клиентка не смогла это доказать. Как бы так сказать. Еще один громкий случай произошел в марте прошлого года, но расследование по нему еще идет. Я могу только зачитать отрывки из интервью с пострадавшей, но мы не знаем точно до конца, что там произошло. Клиника в Тэгу – это центр Кореи. Была липосакция на бедрах у клиентки в районе 30 лет, и через сутки после операции пошел некроз. Что такое некроз? Это отмирание тканей. Выглядит ужасно. Если кто-нибудь решит загуглить, пожалуйста, не во время еды. Клиника до сих пор отрицает свою вину. Уже были проведены восстановительные операции за примерно 20 миллионов вон. Это почти 17 тысяч долларов. Огромная сумма. И на данный момент разбирательства все еще ведутся. Что стало причиной подобного? Халатность пациентки или, наоборот, халатность клиники на данный момент неизвестно. Но я думаю, важно подчеркнуть, что пластическая операция имеет свои риски. Вообще любое вмешательство в свое тело, будь то укольчик в губы, будь то отсасывание жирка на бедрах, все может иметь достаточно серьезные последствия, и об этом очень важно подумать заранее. Вот. Если вы пойдете к кому-нибудь, кто будет рассказывать вам, что «Ой, уколоть губы, поставить нить, отсосать жирок, поставить сиськи» — это все так легко, так просто и не имеет никаких последствий, из этого места надо бежать. И бежать сразу. И очень быстро. Но бывают во время операций и смешные случаи. Трэш-истории. Была у меня одна клиентка, которая приехала на липосакцию после ночной вечеринки в клубе. И ладно бы она просто приехала, уставшая, какая-нибудь невыспавшаяся. Она приехала накуренной марихуаной. Я не знаю, о чем думают такие люди, потому что нам же нужно делать анестезию. Нужно подключать катетер. Человек должен спать во время операции, присутствует анестезиолог. Как вводить клиентке анестезию, когда она приехала накуренной марихуаной? Как правило, девочки, когда попадают в операционную, они начинают стрессовать. У кого-то трясутся руки, кто-то начинает потеть, кто-то шутит глупые шутки. Как правило, когда ребята шутят глупые шутки, это самое легкое. В такой ситуации можно просто начать шутить глупые шутки вместе. Вместе обмениваться какой-то ерундой, да, это будет весело, и у клиента уровень стресса, он уменьшается. Но есть девчонки, кто начинает плакать и паниковать прям жестко. В таких ситуациях, конечно же, мы пытаемся просто успокоить человека, да, какие-нибудь рассказать интересные истории, забавные, может быть, да, подержать за руку, сказать, что скоро все закончится, подробнее описать процесс операции, да. Но есть клиенты, которые не особо слушают. У нас была одна клиентка, которая прямо из операционной выбегала в одних трусах, бегала по коридорам больницы, кричала: «Нет, нет, я не буду делать операцию, не подходите ко мне». Мы поймали ее только спустя полчаса, уложили наконец-то в кресло, вот, и уже тогда она, немного успокоилась, видимо, просто устала бегать, энергия вся пропала, вот, мы ее положили, привязали и провели операцию. Была, кстати, еще одна клиентка, которая
находясь на операционном столе, также запаниковала, но она вообще отменила операцию. То есть был единственный случай за 3 года моей работы, когда клиентка вот прямо совсем отменила операцию. Она легла на операционный стол делать липосакцию, она поняла, что она слишком боится, не хочет этого делать, и она прямо встала со стола и ушла. И, чтобы вы понимали, она потеряла около $30 тысяч в этот момент. Да-да, многие пациентки за один раз проводят сразу несколько операций. И один из лучших хирургов Сеула рассказал нам, сколько стоила самая дорогая операция в его клинике. $50 000. Именно столько заплатила нам пациентка, которая хотела сразу изменить все в своем лице. На самом деле таких желающих полно. Ежедневно я провожу по 2 операции, и мой график расписан на 3 месяца вперед. То, что местные хирурги творят со своими пациентками, это просто магия. Глядя на работы врачей, кажется, что на фотографиях до и после 2 разных человека. Удивительные люди, эти корейцы. Я вот понял, что здесь еще проблема, что все перерабатывают. Есть Да? такое, да. Вот я куда-нибудь зайду, в каждой статье сказано, все сутками работают. До сих пор так здесь сохраняется? Сейчас немножко ситуация изменилась. Особенно, конечно, она изменилась после ковида. До ковида, вот я работал здесь, в 2010 году я поступил на работу в Samsung Electronics, и там проработал чуть больше 2 лет. И мы работали 5 дней в неделю, но практически всегда 6 дней в неделю, то есть суббота такой полурабочий день. И вот в Samsung, где я работал, у нас негласно было такое правило, что уходить из офиса, пока светит солнце, нельзя. То есть это неофициальное такое Это правило, неофициально, да? разумеется. То есть начальник такой косо смотрит, такой, ты куда пошел? Разумеется. Я только в туалет. Да. Сиди, терпи, работай. Вот так? Пример. Есть даже, и то в Samsung еще более-менее либеральная атмосфера. То есть в таких компаниях, как Lotte, например, там нужно отмечаться каждый раз, когда ты идешь в туалет. Если пребывание в туалете превышает 4 минуты, 5 минут, то надо писать объяснительную, почему так долго. Почему долго в туалете сидел? Так, уважаемые операторы, внесите себе в регламент. Теперь отмечаемся, сколько долго вы писали, какали. Все правильно. А что, приехал, сразу внедрять, как говорят. Знаешь, это говорят, пошел обучение, так, все, есть новый стандарт. Какать 3 минуты, у нас быстро. Так, хорошо. Но это на Ужас самом деле какой. меняется, конечно же. Да? Это было, это очень сильно меняется, и это очень сильно изменилось во время пандемии, поскольку во время ковида очень многие перешли на дистанционную форму работы. И сейчас, несмотря на то, что более-менее все кончилось, все вернулись в офис, все равно культура уже изменилась. Люди уже привыкли рано уходить, там много времени проводить дома с семьей. Сейчас, конечно, это изменилось. Прикольно. Окей. Вот знаешь, что мне хочется понять? Корея произвела много хороших продуктов. Да? Samsung, Hyundai, и другие компании, которыми многие пользуются. Кстати, не все даже знают, что это Корея, а просто такие, понятно, какая-то там, где-то там какой-то иностранный продукт. Да? Как это произошло здесь? Что они такого здесь сделали, что им удалось вот в такой конкурентной среде, где есть Япония, Китай, Америка, все-таки произвести мировые продукты? Первая часть ответа, ты уже на него ответил. Конкурентная среда. Это первая часть. Подожди, но это конкурентная среда в каждой стране есть. Здесь она намного Что-то сильнее. Узбекистан что-то свой телевизор не стал производить. Узбекистан При всем уважении. находится между Туркменистаном и Казахстаном. Это не самые сильно экономически развитые державы. А Корея находится между Китаем и Японией. И деваться ей особо некуда. Это первое. Второе – это потрясающая усидчивость. Третье – это жесточайший контроль государства. Мало кто знает, сейчас мы все привыкли, что Южную Корею мы воспринимаем как такое демократическое открытое общество, но еще буквально 40 лет назад это была жесточайшая диктатура, в которой строились пятилетки. И если в эту пятилетку компания, тот же Samsung не вкладывался, там офигительные были наказания. Да. То есть самый главный наш президент Пак Чун Хи, который, собственно, поднимал страну в 60-х, 70-х годах, он строил пятилетки, прям вот по лучшим образцам сталинизма. То есть у него он приходил, говорил Samsung, вот, есть очень известная история, как вообще Samsung начал делать свои телевизоры и так далее. Пак Чун Хи ему сказал, он съездил в Америку, увидел, что американцы там что-то теперь радио, даже появилась новая такая вещь, как цветное телевидение. И он говорит, почему у нас такого нет? Директор Samsung, значит, пришел в свой офис и такой думает, что же делать? Начали они делать телевизоры, не продаются телевизоры. Он поехал в Америку, чтобы понять, что же происходит. Заходит в магазин электроники и смотрит, там стоит Sony, Toshiba, там еще что-то.
Он спрашивает у этого чувака, который, значит, продает, а у вас есть телевизоры Samsung? Этот ему говорит, Samsung, ну они есть, вот там сзади стоят, но вы, говорит, не покупаете, они плохие. Это на него произвело такое впечатление, что он вернулся в Корею и сказал, значит так, вот чтобы через 4 года телевизоры Samsung стояли впереди телевизоров Sony. И за 4 года они это сделали. И телевизоры Samsung начали стоять так, впереди, и их начали продавать. И вот, собственно, вот на этом поднялось все. Изначально, когда раздавались вот эти вот все квоты на царствование, Пак Чун Ги так и сделал. То есть он сказал Samsung, значит так, ты электрониксом занимаешься, Hyundai, ты строй, там Lotte, ты продавай, ну они начали с сахара, да, ты продавай сахар, соль и так далее. То есть они начали вот с какого-то одного элемента, в результате это все разрослось до вот этих громадных концернов, которые сейчас занимают там практически 25% экономики Южной Кореи. Обалдеть. Еще корейцы отличаются своими взглядами на отношения. Если вы начали встречаться с корейцем, обязательно спросите его, пара ли вы, потому что у корейцев есть несколько стадий отношений, стадий периода вот до серьезных отношений. Первая стадия — это сом, когда вы вроде бы встречаетесь, а вроде бы и нет. В этой стадии кореец еще может иметь кучу девушек на стороне, до 10 штук, и может быть даже больше. Также и кореянка может иметь кучу парней на стороне. Когда уже вы точно начали встречаться, он тебе сам предложит, хочешь ли ты встречаться со мной, и тогда у вас наступают серьезные отношения. И на самом деле корейцы, они не съезжаются до свадьбы. Это очень редкие случаи, когда корейцы съезжаются до свадьбы. В нашем случае наша пара очень интересная, уникальная в этом роде. Мы съехались и жили вместе после месяца отношений. Это было максимально неожиданно для всех. Вот. И потом, когда вообще корейцы выходят замуж? Они выходят замуж где-то в 40 лет, и это очень средний даже, скажем так, возраст заведения семей. Более того, в Корее существует брачное агентство. То есть корейцы, они очень боятся знакомиться, они стесняются, они считают, что они не уверены в себе. И пользоваться приложением для знакомств — это, ну, скажем так, ты не знаешь, кого же ты там выберешь, и кто тебе попадется, с какой репутацией, с какой историей. Для них важно иметь хорошего партнера, уже с хорошей репутацией, с хорошей работой, хорошей семьей. Поэтому в Корее развито брачное агентство, которое помогают найти партнера, который уже выбрали уже из вот этого списка, и помогают тебе жениться на достойной пассии. К сожалению, да, такое в Корее есть, то, что браки по расчету, браки именно то, как вот твоя семья видит рядом с тобой девушку, такое есть в Корее. Алкоголь, конечно, потребляют очень много. Причем, что самое смешное, корейцы считают, что больше всего в мире пьют русские. Ага. И меня всегда спрашивают, типа, а сколько ящиков водки ты можешь выпить за раз? А я на самом деле вообще не пью. Ну вот такой вот я человек, я не пью, да, вообще алкоголь не люблю. Вот, и когда я говорю, что я не пью, все так, а ты точно русский? Ты из России, да? Здесь надо понимать, что отличается культура питья. В России пьют, да, много, но в России, вот у меня такое впечатление... Запоями пьют. Да, то есть это нужен... Спринтерский подход такой. Марафон бежишь, остановился, пробухал пару недель, пошел дальше. Да, вот именно вот так. А корейцы, они привыкли каждый день. То есть можно просто свободно, например, там во вторник вечером все там коллеги вышли с работы и там по пивку либо по соджу выпили. Они не считают это пьянством или что. Для них это просто способ расслабиться. Они чуть-чуть пьют или прям конкретно убухивают? Ну, это зависит от человека, разумеется. Но там какие-нибудь начальники там отделов, они заливают только так. Потому что, опять же, вот это все стресс, потому что давление, потому что тяжело, потому что надо быть лучшим, потому что это комплекс неполноценности. Именно. И он давит. Вот ты уже знаешь Корею. Ну, чуть-чуть, да, начинаю понимать. Окей. Не, про меня удивило, что вот эти парни, прям нормальный отель у нас, и там просто на завтраке сидят два парня и ржут. Я думаю, ну, наверное, просто им весело. Прохожу мимо, метров от 10 от них уже воняет перегаром конкретно. Но я так понимаю, что это нормально здесь. Ну, вчера, видимо, да, ребята повеселились, да. Вот, судя по всему, они не вчера, а до утра не бухали. То есть они только проснулись. Только пришли в отель. Ну а где корейцы любят выпивать, нам сейчас покажет Моника.
Сегодня я хочу показать вам норебан. Я думаю, все слышали про караоке и что в Корее они очень популярны. И сегодня я вам покажу один из них, один из видов. Идемте сюда. Видите вывеску? Я понимаю, что вы, скорее всего, не можете это прочитать, но называется это Coin Nore Yonsepchang. Coin – это монетка. То есть ты приходишь туда с монетками, там, с купюрами, вставляешь буквально в автомат. Сейчас все посмотрим. А Nore Yonsepchang – это репетиционный зал для песен, как бы Nore Yonsepchang. Пойдемте. Чаще всего они находятся в подвальных помещениях, чтобы не было шумно. Можно поиграть, можно взять себе напиточки. Это все тоже очень в корейском стиле. Корейцы обожают все вот такие штучки для развлечений. Так, а вход. Вход, наверное, вот там. Давайте туда. Так. Здесь очень много комнаток. Как видите, вот можно посмотреть, допустим, с этой стороны комнатка в таком стиле. Заходишь туда, закрываешь дверку, у тебя там звукоизоляция и начинаешь петь. Но в некоторые местные караоке ходят не только ради песен. Теперь давайте пройдемся по улице. Мы сейчас находимся в районе Гаросугиль, Апкуджон. Такие названия, да, странные немножко. Это районы, вообще в Корее Сеул делится на много-много разных районов, которые чаще всего каждый посвящен чему-то одному. Например, если мы берем тусовочные какие-то районы, например, Хонде – это район, где тусит молодежь. Прям вот такие, знаете, только выпустившиеся из школы школьники, поступили в университет, что-то с хип-хопом связанное. В общем, все такие якобы на стиле. Есть район Итевон, там изначально была американская база вообще военная, и этот район стал таким, наверное, более иностранным, там очень много иностранцев, и также очень много ЛГБТ-сообщества, там много гей-баров, гей-клубов и так далее. Пойдемте. Также, помимо этих районов, есть район, в котором мы сейчас находимся. Это район Каднам, Апкуджон. И здесь больше такие, знаете, лакшери места, лакшери-лаунж, в которых собираются богатые достаточно люди. Часто пластиковые сделанные девочки в пластике. И сейчас мы пойдем посмотреть на, конечно же, норебаны. Это караоке на корейском, в которых можно найти этих самых девочек. И сейчас мы подошли к одному из видов этих караоке. Посмотрите на вывеску. Вы видите это сердечко. Сердечко, которое поставлено вместо кругляшка, это корейская буква «Н», норебан на конце. Если вы видите там сердечко, то в этом норебане вы, скорее всего, найдете девочек. На самом деле я об этом тоже не знала, проделала такое исследование небольшое, и оказалось, что это достаточно общепринятая такая классификация, и именно так определяют те норебаны, в которых можно найти девочек и кореянок, и иностранных, как бы тут разницы нет. В общем, вот, пожалуйста, одно из таких мест. К сожалению, сейчас оно закрыто, потому что они открываются с 6 часов вечера обычно, с 7 иногда. Поэтому внутрь, скорее всего, мы не попадем. Но вот оно здесь. Но все же в одно караоке нам разрешил войти охранник, чтобы вы смогли все увидеть собственными глазами. Ну что, друзья, как бы нам очень повезло. Обычно эти места закрыты до 6 часов вечера. Но вот мы оказались с вами в той самой комнате, где, собственно, куда приходят девочки, куда их привозят. И вот так вот собирается компания мужчин. Обычно приходят они не поодиночке, очень редко такое случается, ну, как я слышала, по крайней мере. И обычно их там 6-10 человек. Очень часто, кстати, прямо приходит компания, допустим, фирма, да, в которой работают люди. Директор приводит прямо всех своих сотрудников мужского пола. И вот так вот, да, без, собственно, вопросов, хочешь ты туда пойти или нет, их прям заставляют реально ходить в такие заведения. Потом зовут директора. Вот, собственно, тот мужчина, который нас пустил очень великодушно, он, скорее всего, приведет девочек. Они вот так встанут здесь в ряд и будут улыбаться, пока их не выберут. Да? То есть мужчины сидят вот здесь за столом и выбирают, да, с кем они хотят провести время.
Чтобы вы понимали, здесь не происходит никакого интима. Здесь чисто, то есть они общаются с ними, и вообще цель заведения — это сделать так, чтобы гости выпили как можно больше алкоголя, да, напоить их, чтобы они танцевали, чтобы им было весело. Поэтому здесь, в принципе, есть такой небольшой танцпол, совсем малюсенький, но тем не менее. И, конечно же, петь песни. Девочек часто заставляют петь. Они, в принципе, должны это очень весело как-то делать, да, задорно. И вот так это все проходит. И еще, насколько я знаю, очень во многих норыбанах можно лапать девушек за всякие разные места. Но, опять же, это регулируется уже директором конкретного норыбана. То есть есть места, в которых, в принципе, запрещено это. И могут даже да, в следующий раз не пустить этого человека, этого клиента. Но есть места, в которых это очень даже разрешено, поэтому тут уже тоже, да, есть свои такие нюансы. Еще иногда, если вы вдруг приедете в Корею, вы можете увидеть под ногами вот такие вот постеры с девушками, иногда более обнаженными, чем здесь. В общем, это все реклама, собственно, интим-услуг, которые можно получить чаще всего в соседних норыбанах, в соседних караоке. Например, вот в одном из тех, в котором мы сейчас были, либо вот в соседнем, прямо рядышком. Если честно, никогда не видела, как их прямо разбрасывают, но ходят специальные люди и как бы вокруг этих заведений это все вот так вот распыляют. Очень часто рядом с норыбанами есть также сразу же как бы два в одном и отель. Прямо вот буквально соседняя дверь. Это отель, мотель точнее, да, в котором можно, собственно, провести ича, второй тот самый интим, да, вторую часть. И заметьте, что здесь есть вот такие вот шторки. Как думаете, для чего они нужны? Секунда на подумать. Рассказываю ответ. Когда ты заходишь в эти заведения, да, в эти мотели, чаще всего, кстати, они еще длиннее, здесь какие-то короткие немного, ты заходишь, и твое лицо якобы не видно. То есть ты зашел сюда, и твое лицо не видно. Да? Соответственно, сохраняется какая-то приватность. Люди, если вдруг даже тебя кто-то узнает, да, они не увидят твое лицо. Собственно, если даже тебя сфоткают, то лица будет не видно. Поэтому вот все продумано, понимаете? Все продумано, чтобы индустрия продолжала работать. Если вдруг кто-то из вас, девушки, кто нас смотрит, задумывается о работе в норыбанах Кореи, расскажу, как это может проходить. Наслышана просто от знакомых и также читала много статей, просто интересно, как это все проходит, расскажу вам. Смотрите, значит, девушка ищет изначально, да, она сидит у себя в стране, у себя в городе, ищет просто по интернету эти объявления. Обычно их очень легко найти, ВКонтакте просто весь контакт забит этими объявлениями о работе. Девушка пишет менеджеру, ее приглашают, ей обычно оплачивают билеты, все оплачивается, и потом вычитают сумму этих билетов уже из ее первой зарплаты. Когда она, собственно, приезжает в Корею, здесь ее встречает менеджер, привозит обычно, да, там ее кормят, все нормально, все хорошо, ее селят с другими девушками, это обычно такие маленькие очень квартирки, там живет по несколько девушек, но в целом все такое самое необходимое есть. Все-таки ты сюда не за удобствами, да, приехала, приезжаешь на заработки, поэтому вот условия соответствующие. Бары вот этих, в которых они работают, норыбаны точнее, караоке обычно находятся буквально в шаговой доступности от дома, там 5 минут пешком. И рабочий день начинается где-то в 7-8 вечера. Девушки приходят туда, кушают, красятся, да, там одеваются. Обязательно юбки короткие, никаких брюк. Все такое очень открытое должно быть, да. И потом, когда приходят клиенты, их вызывают, им, как вот писала одна девушка, статью, которую я читала, говорят choice, то есть выбор, время выбора. Она спускается, значит, да не она, вот их 4-5 спускаются вниз, и там из них опять же выбирают, да, с кем провести время. Те, кого не выбрали, поднимаются обратно и, собственно, чилят у себя там в этой комнате отдыха. Те, кого выбрали на работу на сегодняшний вечер, да, остаются с клиентами и развлекают их.
В принципе, это все, да, когда у тебя заканчивается рабочий день, это где-то 3 часа утра, 5 часов утра иногда даже клиенты могут засиживаться прям очень допоздна, зависит, опять же, от норыбана. Если они понимают, что клиент состоятельный и может еще много денег оставить, да, на алкоголь, то они не будут закрываться, они могут работать хоть до 2, до 3 часов дня, если вдруг клиент этого хочет. То есть, естественно, у девушки очень ненормированный рабочий день, да, рабочая ночь, точнее. И когда ты приходишь домой, если вдруг тебе не повезло и твой клиент остался допоздна, то тебе приходится там поспать 3 часа буквально и все, снова выходить на работу. В целом, да, кто-то может сказать, что это не пыльная работа, пожалуйста, работай себе, да, но это очень тяжело физически работать ночью и пить, опять же, да, их тоже заставляют пить, и в каких-то норыбанах бывает такое, что могут принуждать действительно к интиму. Также вообще я изучала международные отношения в университете и социальные проблемы. И на одном из моих предметов я делала исследование как раз-таки про нелегальных работников в Корее, в том числе и работниц норыбанов таких заведений. Случается и такое, что буквально забирают у тебя паспорт, ты только прилетаешь, прилетает девушка, да, у нее забирают паспорт, и она, в принципе, не может уже никуда уехать, никак вырваться оттуда. И часто, если это вдруг не в Сеуле, а где-то в отдаленных регионах, например, в регионе, где находится база американская, Пёнтэк, там обычно работают не русскоязычные, не из СНГ, а чаще филиппинки, вьетнамки, но в том числе, да, как бы и у них там условия еще, наверное, хуже бывают, естественно, там обязательно будет включен интим, и к этому будут принуждать. Так что, да, индустрия это очень разнообразная, и если у кому-то повезло, и кто-то рассказывает, что вот, в принципе, это достаточно неплохо, приехала, заработала, уехала, да, это здорово, ей повезло, но случаются и достаточно печальные случаи, ситуации, когда девушки просто потом не могут вернуться вообще. Сильная урбанизация страны. Все, конечно же, хотят попасть в Сеул. Если посмотреть на статистику, 45% населения Южной Кореи живут в Сеуле, ну и его пригородах, в этой большой агломерации. Это приводит к чему? Это приводит к тому, что в провинции никого нет. А мужчины остаются, они там поля возделывают, на заводах работают. Жениться хочется всем, а все девушки уехали в Сеул. Что делать? Приглашать жен откуда-то из других стран. Поэтому, начиная с середины 2000-х годов, здесь возник такой интересный социальный феномен, как приглашение юго-восточно-азиатских жен. Как правило, всегда это китаянки, филиппинки и вьетнамки. Вот их приглашают. Их официально есть компании, которые вот у них там свои связи во Вьетнаме. Что же приглашают? Они не без знакомства с ним? Человек приходит в офис, ему дают каталог, говорят, вот, смотрите. Он выбирает, эту девушку привозят в Корею, они женятся и живут где-нибудь на полях там внизу. Подожди, это не шутка? Ты реально абсолютно. сам видел, где есть... Таких миллионы. То есть мы можем сейчас куда-то прийти, и там прям мне каталог раскроют? Ну, нет, без такта, конечно, вряд ли это так сделают. Там нужно предварительно бронировать и так далее, там проходить собеседование. Но да, сейчас этого меньше. Это был самый пик, этого был где-то в 2000-х годах, в середине 2000-х годов. Это был прямо пик этого очень много. А женщины, которые в этом участвуют, их не интересовало, кто там выберет их? Это звучит как какая-то проституция только на всю жизнь. Женщин это интересовало не очень сильно, поскольку, как правило, женщины, которые приезжают, это женщины... Вьетнам, Филиппины и сами по себе не очень богатая страна. Да. И для них приехать в Южную Корею — это прям очень сильный апгрейд. Плюс там на месте, которых выбирали девушек, они и в своей-то стране не самый богатый класс. Поэтому для них выйти куда-то там замуж в Южную Корею — это прям выйти в свет. Поэтому это очень серьезно, это очень такой большой социальный феномен, который вызвал в том числе и большое количество проблем, поскольку девушки начали приезжать, по-корейски они, конечно, говорят, корейскую культуру не знают, начали возникать межкультурные конфликты. Некоторые, очень многие девушки начали там перевозить своих родителей, братьев, сестер сюда. Они приезжают, нарушают законодательство, исчезают где-то там нелегально на заводах, полях работают. Вызывает какой-то иммиграционный кризис, получается, в стране. В результате все это более-менее стихло. Сейчас эта система более-менее структурирована.
Вот, но да, такой момент он до сих пор присутствует. Кошмар. Давай еще тема есть другая, которая мне интересна. Я Давай. понял, что здесь большое классовое неравенство еще. Много очень бедных, очень богатых. Как это проявлено? Это проявлено на самом деле не так сильно, как в странах Европы и особенно в странах Америки. Богатые и бедные, конечно же, есть. Любое капиталистическое общество всегда разделено на классы. Но в Южной Корее, во-первых, показывать свое богатство не принято. То есть никто никогда не будет кидаться своим богатством. Золотишко. Никогда так никто не будет делать. И если, например, так сделают люди, которые действительно с деньгами, то есть там какие-то главы корпораций или там известные ведущие там и так далее, никто никогда... Все всегда будут очень скромно, глазки вниз, говорить: ой, да, большое спасибо за то, что вы меня любите. Вот я садится в свой Майбах и уезжает. То есть это вот так примерно будет выглядеть. Неравенство есть очень сильно, причем оно на русский взгляд может быть очень странным. Бедность, самая сильная бедность среди старшего поколения, людей от 65 и старше. Почему? Вот самые сильные бедные – это пенсионеры. Ого. Так получилось из-за слишком сильного развития страны. То есть люди, которым сейчас там 65, 70, 80 лет, это люди, которые начинали еще в войну в 50-е годы. В 50-е годы ВВП Южной Кореи был в 2 раза ниже, чем ВВП Уганды. То есть они начинали реально просто вот с грязи что-то там кирпичиками начинали строить. Вот этого вообще ничего, конечно же, не было. И при их жизни страна выбилась вот от ниже Уганды до практически вот ВВП Франции, да, сейчас. Поэтому они оказались фактически не у дел. Это люди, как правило, не получившие какого-то серьезного там экономического образования, а у них нет каких-то там серьезных навыков. Они не очень финансово грамотны в том, что они не понимают, как деньги надо сохранять, инвестировать, приумножать и так далее. А Южная Корея, поскольку вот этот момент развития, он был слишком бурным, слишком стремительным, страна не успела развить социальную систему поддержки населения. Поэтому в Южной Корее, например, только такое понятие, как пенсия по старости, появилось в 2014 году. До этого не было такого понятия. 2014 год вообще никакой пенсии. Вообще не было никакой пенсии. Подразумевалось, что старики либо сами копят себе всю жизнь, вот работают, копят себе на это, либо их поддерживают дети. Ну да, они все успели сообразить, что это надо делать. Да, поэтому сейчас нынешнее поколение, понятное дело, страна развитая финансово, все там акции, крипто и так далее, но те-то люди этого вообще еще ничего не знают. Поэтому они оказались в ситуации, когда у них накоплений нет, как их сделать они не знают, а социальная система страны еще не настолько развита, чтобы их поддерживать прям полностью. Поэтому они оказались вот немножечко за бортом. Но сейчас у них есть какая-то пенсия? Сейчас есть. Она очень маленькая, даже по корейским меркам, то есть она составляет где-то самая минимальная 400 тысяч вон, это где-то $380. Это, конечно же, очень мало. Вот. Но, как правило, у них очень много других привилегий, то есть у них там бесплатный проезд в транспорте, там, у них там есть карточки, по которым можно там еду чуть подешевле покупать и так далее. Окей, давай еще поймем что-то про Корею, что нам точно нужно знать. Самые важные, там, давай, 3-5 последних так пунктов, быстренько. Что нам надо знать про менталитет корейцев? Чем они такие странненькие? Мы говорили о том, что корейцы очень долго жили очень бедно. То есть страна была по уровню жизни Гана, и вот Корея сразу после Ганы шла. То есть, ну вот прям совсем было бедно, не было высотных зданий в Сеуле, не было света там какого-то, ничего не было. Но страна потихоньку там получает инвестирование, там потихоньку развивается, но там коррупция, как обычно, у молодого государства, бла-бла-бла, все плохо. В общем, берут они там кредиты, пытаются дороги строить, ну, в общем, вроде как-то потихоньку идут. И случается дефолт. Случается проблема, нужно выплачивать кредит, а денег нету. И правительство говорит людям: у нас есть проблемка, у нас нет денег, нужно платить кредит, если не выплачиваем, то мы, потом не получим следующие кредиты, а значит, все, развитие, поставили точку, расходимся по домам. И корейцы начинают сдавать свое золото для того, чтобы погасить кредит. Начинается огромное... Население? Да, население сдает свое золото. Допустим, в Корее на годик ребенку дарят золотое кольцо, потому что золото никогда не падает в цене, и вот как бы дарят ребенку, чтобы он потом, когда вырос, мог его продать, там, не знаю, купить себе кроссовки Nike. В общем, люди сдают золото. Начинается с того, что даже вот там Samsung, там какие-то известные женщины выходят, сдают свои украшения, говорят, что вот мы вкладываемся. Дают такие специальные ваучеры, и государство обещает, что если мы будем хорошо жить, не развалимся, мы все вернем. И люди сдают, то есть сдавали там абсолютно все. Золотые зубы снимали, сдавали, цепочки, обручальные кольца, и Корея гасит кредит. И это как бы первое государство... На золотых зубах и цепочках? Да.
вот как бы ни казалось, да, что вот, допустим, я думаю, что я не представляю, как обычно мы живем в моменте, не думаем о том, что вот я сейчас отдам это колечко, да, а потом Корея будет классно жить, я буду жить в лучших условиях. Мы так как бы не думаем, да, мы хотим сейчас это колечко на руке иметь. В общем, корейцы сдают золото. Ну, колечко еще ладно, зуб-то вообще нужен сегодня конкретно. Ну, Так. в общем, корейцы гасят кредит. Это одно из первых государств, которое из страны, которая брала в кредит, стала кредитором. Теперь она дает кредиты. И вот в этом очень интересно прослеживается, как корейцы относятся к своей стране. То есть, допустим, если они увидят, что ты там где-нибудь бумажку бросил, то для них это будет как будто ты мне в морду бросил, потому что вот я чувствую, что я вложилась в вот это вот все. Особенно вот те, кто 50 лет, они очень активные ютуберы, они смотрят все видео. Если будете ехать в метро, каждая бабушка будет сидеть с телефоном, смотреть новости и строчить комментарии, свое мнение на какой-то счет, потому что вот это вот население, оно чувствует, что оно вложилось в это. То есть они выплачивали кредит, они вставали в 6 утра все, ходил специальный дяденька, звонил в колокол, говорил всем на работу, то есть у них не было выходных, они вот какой-то тяжелый период времени, все договорились, что мы копим деньги, чтобы вот вернуть кредит. Мы все упахиваемся, у нас нет никаких выходных и хобби, но потом мы будем жить классно. И в тот момент как бы люди не знали, будет классно или не будет классно, потому что это как бы призрачно и туманно. Но у корейцев получилось. То есть получилось выплатить кредит, получилось начать разрабатывать электросхемки, вот эти вот самсунговские, которые можно было дорого уже продавать. А изначально Корея делала обувь и, ну, то есть то, что мало такое производство выгодное. Да, я вспомнил, был корейский рынок в Москве. Там всякую обувь дешманскую продавали. Вообще корейцы Шапки в СНГ это люди, которые вообще очень бедные, потому что их японцы выселили на работу на земли, где ничего не было. Допустим, такие районы, как Сахалин, также Казахстан, то есть их туда вообще выселили, и так попали к нам корейцы. Их выселили, чтобы они работали, потому что Япония думала, что это будет их земля, и им нужно там, чтобы там кто-то что-то строил. Классно. Хорошо, давай 5. Спасибо, Пумс.